Привет, с вами проект Power Device. Здесь мы разговариваем об улучшении и кастомизации наших Android-телефонов. В данном видео я хочу показать вам, как на телефонах Xiaomi, Redmi и Poco сделать необычную кастомизацию. Вот такую. Если быть точнее, то я покажу вам, как установить вот такую интересную кастомную тему, в которой присутствуют стильные экраны блокировки. К примеру, вы можете использовать вот такой экран блокировки. И также я покажу, как установить вот такие виджеты. И как вы уже, наверное, заметили, вот этот виджет с нашего экрана блокировки. Также здесь многое можно кастомизировать под себя. Например, можно прописать свой ник, либо имя, но это второстепенно. Можно изменять вот это меню, далее я все это покажу. А также здесь присутствует Dynamic Island, который в свою очередь также покажу, как установить на рабочий стол. Вот он. Все это, кроме вот этих двух виджетов, устанавливается через темы Xiaomi. Но, к сожалению, данных тем уже нет в магазине тем. Сейчас мы с помощью бэкапа установим такие темы. Это несложно. В первую очередь в моем телеграм-канале вам нужно скачать вот такой файл. Он будет называться «Эксклюзивные темы». Кстати, когда вы подмените эти файлы, ваши темы не пропадут. У вас просто вот здесь добавятся дополнительные темы, которые нам понадобятся по ходу ролика. А точнее, я покажу вам одну тему, остальные вы сможете подобрать сами, если они вам понадобятся. К слову скажу, что в этой теме, которую мы установим, будет много настроек. Вот так они выглядят. Так что смотрите ролик до самого конца. Здесь нужно будет кое-что настроить. Я вам все обязательно покажу. Итак, по ссылке в описании под этим роликом вы скачали нужный файл «Эксклюзивные темы». Пока его не трогаем, идем в настройки, о телефоне, резервирование и восстановление, мобильное устройство. Ждем загрузку, снимаем вот эти галочки, открываем другие системные данные. Находим темы, ставим на них галочку «Создать резервную копию». Мы создали резервную копию. Теперь идем в проводник. В хранилище находим папку Download. Вот она. Telegram. Именно сюда вы и должны были скачать эксклюзивные темы из моего Telegram. По умолчанию этот файл появится здесь. Выделяем его. Нажимаем еще. Копировать. Внутренний накопитель. Папками UI. Backup. All Backup. Если у вас здесь создано несколько папок, ищите ту папку с сегодняшним числом, которую вы только что создавали. У меня вот она. В ней должен быть вот такой файл под названием темы. Вставляем сюда наш копированный файл. Теперь вот этот файл с темами выделите. Нажмите еще, копировать и сохраните его в любое место, где вам удобно, на всякий случай. Например, я создал вот такую папку «Мои темы бэкап» и закинул его сюда. Он нужен нам на всякий случай. Здесь сохранены все наши темы. Далее снова папками UI, Backup, All Backup. Идем в нашу резервную копию. Теперь выделяем темы. Еще, переименовать. Выделяем все это название до точки. Точку не затрагиваем. Нажимаем сюда, копировать, отмена. Теперь файл темы можно удалить. Выделяем эксклюзивные темы, еще, переименовать и вставляем сюда название, которое мы копировали. Окей. Далее в настройках идем о телефоне. Резервирование и восстановление, мобильное устройство. Сверху восстановить, сегодняшнее число. Разворачиваем, убеждаемся, что здесь выбраны темы. Нажимаем «Восстановить». Теперь все это можно закрыть, идем в приложение темы, иконка в правом нижнем углу. Темы, и вот здесь у вас должны появиться новые темы, помимо ваших. Если вдруг будет такое, что ваши темы удалятся, а появятся только мои, хотя я ни разу такого не наблюдал и не слышал, то мы все равно сможем применить ту тему на экране блокировки, которую я вам показывал. А потом вы с помощью своего бэкапа, который мы сохранили, сможете вернуть все ваши темы. При всем этом примененный экран блокировки у вас останется. Но повторюсь, ваши темы не должны пропасть, они все должны остаться. Итак, находим здесь вот такую тему My Life V20. Вот она.
Нажимаем «Настройки», снимаем все галочки, выбираем только экран блокировки. «Применить». Далее шагаем назад, заходим в компоненты, стиль блокировки, настройки. Нажимаем Enter Password и вводим вот такой пароль Бангладеш большими буквами. Окей. Далее смотрите, чтобы вам применить, например, вот такую заставку и вот такие живые обои, то вам отдельно нужно сделать некоторые манипуляции. Такие живые обои я создаю сам и выкладываю их в свой телеграм-канал. Как поставить вот такие живые обои на экран блокировки с данной темой и потом их вот так применять, на этот счет я снимал отдельное видео. Ссылку оставлю в описании под этим роликом. Посмотрев это видео, вы сможете применять вот такие живые обои. Ну а сейчас вернемся в настройки темы. Посмотрите, что нам нужно сделать здесь в первую очередь. Сперва спускаемся вниз, находим вот такой пункт под цифрой 7 – Lock Screen. Default Wallpaper Type. Здесь выбираем Insert Wallpaper. Это обязательно. Теперь поднимаемся в самый верх. Здесь после строчки Password спускаемся на одну. Нажимаем сюда. Заходим в галерею. Выбираем здесь любую картинку, но если вы посмотрели мое видео, как ставить живые обои, то вы можете, например, применить вот такую картинку. Тогда ваш экран блокировки будет выглядеть так. Также отмечу еще один очень важный момент. Смотрите, когда вы нажимаете сюда «Поставить картинку», через стандартную галерею или проводник могут не устанавливаться эти картинки. Если таким образом они у вас не устанавливаются, идем в Play Market, пишем в поиске проводник FV. Вот он, установите его себе на телефон. После чего идем в те же настройки. И теперь у вас должно появиться вот такое приложение «Альбомы». Нажимаем на него. И выбираем здесь любое изображение. Теперь на вашем экране блокировки будут появляться любые картинки, которые вы только выберете через это приложение. Идем по настройкам дальше, осталось немного. Чуть ниже находим такой пункт Wallpaper Depth. Выбираем его. Здесь выставляем 0. Именно благодаря этой настройке обои с экрана блокировки не перепрыгивают. Вот так. Все происходит плавно и четко. Далее, если вот эта галочка выключена, включаем ее. Dim Wallpaper in Dark Mode. Идем немного ниже, находим пункт под номером 3. Lock Screen Smart Island. Включаем вот эту галочку. Вот это должна быть выключена. Далее Smart Island Axis Offset. Выставляем 0, если у вас здесь стоит другая цифра. Спускаемся еще немного ниже, находим такие строчки. Date Style 6 и Date Style 7. Нажимаем и прописываем сюда свое имя, либо ник, если вам это нужно. Также и вот здесь прописываем свой ник. Далее важная настройка под номером 8. Standby Mode Settings. Активируем Standby Mode вот этой галочкой. Эту не включаем. Также заходим сюда, выбираем цифру 2. Также спускаемся до пункта 13 Lock Screen. Здесь отключаем первую галочку, две следующие включаем и последнюю также выключаем. Пробуем зайти на экран блокировки. У вас должно появиться что-то подобное, только с вашей картинкой. Пробуйте менять экран блокировки. Также смотрите, чтобы поменять вот эту часть, в настройках темы находим пункт под номером 7 Lock Screen. Default Widget Style. И вот здесь выбираем разные стили. Видите, наш виджет меняется. Например, можете поставить под номером 2. Он показывает погоду, шаги и батарею. Далее делаем следующее. Щипок на главном экране, виджеты. Виджеты Android. Вот здесь у вас появятся дополнительные виджеты. Например, вот такие. Но нам нужен виджет из темы My Life V20. Вот он. Теперь, чтобы появился островок Dynamic Island, просто включите какую-то музыку. Кстати, отмечу такой момент, когда вы заходите на экран блокировки, вы можете вызвать вот такое меню, и если у вас сканер отпечатков находится сбоку, то вы данное меню можете вообще не закрывать. Оно так и будет у вас здесь висеть. Вы просто разблокируете экран с помощью отпечатка. Теперь, что касается вот этих виджетов, ведь именно вот этот виджет сочетается с нашим экраном блокировки, как я уже показывал.
Чтобы их установить, вам также понадобится бэкап, как мы делали с темами. При этом ваш рабочий стол не потеряется, ничего не изменится. Вы просто перенесете вот эти виджеты в ленту виджетов, а потом отсюда сможете доставать их на рабочий стол. Файл с данными виджетами также оставлю в своем телеграм-канале. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой телеграм, чтобы не пропускать ничего интересного. В этом ролике установку уже показывать не буду, но также оставлю в описании полное видео, как установить эти виджеты. Друзья, если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на мой YouTube канал. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.